Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Хочу поделиться с вами рецептом очень вкусных пирожков в духовке. Тесто получается как пух, пышное и мягкое. Начинки можно менять по своему вкусу. И готовить из такого теста можно не только пирожки, но и рулеты, пироги и даже куличи. Готовила так их моя бабушка. Рецепт семейный, делюсь с вами, может вам тоже пригодится, и вы будете радовать своих родных вкусной выпечкой. Для теста нам понадобится мука, яйца, дрожжи, сахар, сливочное масло, соль, растительное масло. Первым делом приготовим опару. В теплое молоко добавляем столовую ложку сахара из общего количества продуктов, дрожжи, 2 столовые ложки муки. Хорошенько перемешиваем, накрываем полотенцем либо пищевой пленкой и отставляем в сторону. В отдельной миске смешиваем 2 яйца и сахар. Количество сахара можно менять, особенно если планируете делать сладкую выпечку. Взбиваем миксером на малых оборотах до растворения сахара. Проверяем опару. Смотрите, какая пышная шапочка. Сюда же добавляем яичную смесь. Теплое растопленное сливочное масло. Соль. Хорошенько перемешиваем. Постепенно вводим муку и замешиваем мягкое тесто. Муки я добавляю 700 грамм. Больше не нужно, чтобы не забивать тесто. Вымешиваем тесто руками примерно 7 минут. Если оно липнет к рукам, добавьте немного растительного масла и продолжайте вымешивать. Еще добавляйте масло, если необходимо. Можно смочить руку или подлить под тесто. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Тесто округляем, кладем в миску. Миску смазываем растительным маслом, накрываем пленкой и отправляем в теплое место для подъема, примерно на 1 час. Тем временем приготовим начинку. Для этого отварные яйца нарезаем небольшим кубиком. Мелко шинкуем зеленый лук. Соль, перец. Добавляем растопленное сливочное масло. Перемешиваем. Начинка готова. Тесто я переложила в миску побольше. Проверяем его, оно стало воздушным и пористым. Хорошенько его разминаем и можно переходить к приготовлению пирожков. Стол немного присыпаем мукой. Выкладываем тесто, обминаем и делим на небольшие кусочки. Скатываем их в шарики. Я тесто разделила на 2 части. Из каждой половинки теста у меня получилось примерно 18 шариков. Вот еще один метод. Отщипываем небольшой шарик от теста. Какой из методов разделения теста вам понравился больше? Пишите в комментариях. Прикрываем пленкой и оставляем на 10 минут. Каждый шарик теста раскатываем в лепешку. При необходимости тесто и стол присыпайте мукой. Я сначала делала большие пирожки, затем решила сделать поменьше, так как готовила моя бабушка. На каждую лепешку выкладываем начинку примерно по столовой ложке. Соединяем края теста,
и чуть собираем к центру, чтобы пирожки получились кругленькие. Противень смазываем растительным маслом и выкладываем на него пирожки. У меня получилось 28 штук. Я разместила их все близко на одном противне, чтобы после выпечки они прикасались друг к другу. Можно разместить пирожки на 2 противня и выпекать так, чтобы каждый пирожок был по отдельности и не прикасался к соседнему. Пирожки выкладываем на противень швом вниз. Накрываем салфеткой и даем отдохнуть еще минут 10. Затем смазываем пирожки сверху желтком, смешанным с молоком. Ставим противень в духовку, заранее разогретую до 180 градусов, и выпекаем пирожки в духовке 30 минут до румяности. Время выпечки зависит от вашей духовки. Вот такие румяные пирожки получились. Готовым пирожкам даем остыть и подаем к столу. Чтобы корочка пирожков была мягкой, можно смазать ее растопленным сливочным маслом. Очень люблю это тесто, так как и на следующий день пирожки остаются такими же мягкими. Очень мягкие, сдобные и необыкновенно ароматные пирожки готовы. Даем им полностью остыть, затем отрываем по пирожку и наслаждаемся вкусом со стаканчиком холодного молока или сладкого чая. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом вкуснейшей выпечки – печеные пирожки с вишней. Этот рецепт стал одним из моих любимых. Тесто настолько мягкое, нежное даже на следующий день и очень простое в приготовлении. Начинка кисло-сладкая не растекается при выпечке. А теперь подробнее. Начнем с приготовления теста. Нам понадобится молоко, мука, сахар, сливочное масло, сухие дрожжи. В миску наливаем теплое молоко, всыпаем сахар, перемешиваем, чтобы сахар растворился. Добавляем чайную ложку с горкой сухих дрожжей, перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 10-15 минут. По истечении времени проверяем. Дрожжи взялись шапочкой, добавляем соль, растопленное сливочное масло. Оно должно быть теплым, не горячим. Перемешиваем. Постепенно вводим муку и замешиваем тесто. У меня ушло ровно 300 грамм муки. Сначала замешиваем венчиком, затем руками. Стол припыляем мукой и вымешиваем тесто минут 5. Оно получается мягкое и слегка липковатое. Убираем его в миску, накрываем полотенцем и отправляем в теплое место примерно на 1,5 часа. Тем временем приготовим начинку. Начинку можно брать абсолютно любую. У меня сегодня вишня. Нам понадобится вишня, сахар, крахмал и сливочное масло. Вишню можно использовать как свежую, так и замороженную. У меня замороженная, я разморозила и убрала косточки. Добавляем сахар, его количество можно регулировать, зависит от сладости ягод. У меня вишня шпанка, она очень сочная, поэтому часть сока я перелила в пиалу и смешала с кукурузным крахмалом. Его можно заменить на картофельный. Количество крахмала также зависит от сочности ягод. Я добавила 2 столовые ложки. Если сока вишни недостаточно, можете заменить его на 50 мл воды. Вишню ставим на огонь и даем ей закипеть. После закипания вводим крахмал, который смешали с соком. Готовим постоянно, помешивая до загустения. На это уйдет не более минуты. Как видим, начинка загустела прямо на глазах. Начинку я приготовила заранее. Перед формированием пирожков ее нужно обязательно охладить.
Убираем вишню с огня и добавляем сливочное масло. Перемешиваем, начинка готова. Подошедшее тесто выложить на слегка припыленную мукой рабочую поверхность. Обминаем и разделяем на 10 равных частей. Каждую часть подкатываем в шар. Накрываем пищевой пленкой либо полотенцем, чтобы тесто не заветрилось. Берем по одному шарику и раскатываем в тонкую лепешку. В центр кладем по 2 чайные ложки начинки. Хорошенько защипываем. Старайтесь, чтобы место защипа не было испачкано в начинку. Когда я первый раз готовила такие пирожки, у меня они абсолютно все пораскрывались во время выпечки. Поэтому теперь я их защипываю следующим образом. Так они точно ни за что не раскроются. Результат вы увидите в конце видео. Формируем таким образом все пирожки. Кладем пирожок на противень, засланный пергаментной бумагой, швом вниз. Накрываем полотенцем и снова даем им постоять минут 20 при комнатной температуре. Тем временем подготовим штройзель. Это такая посыпка для булочек. Нам понадобится мука, сливочное масло и сахар. К муке добавляем сахар, вводим сливочное масло, лучше брать холодное, так крошка получается мельче. Растираем руками. Я пока убираю в холодильник. Возвращаемся к пирожкам. Смазываем каждый куриным желтком. Посыпаем крошкой. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 20-25 минут. Готовым пирожкам даем полностью остыть и подаем к столу. Тесто просто бесподобное, оно настолько мягкое, нежное, как пух. Даже на следующий день они остаются такими же. Начинка имеет насыщенный вишневый вкус, кисло-сладкая и самое приятное, ни в одном пирожке начинка не вытекла. Покажу наглядно. Это очень вкусный и удачный рецепт домашней выпечки. Уверяю, на одном пирожке вы не остановитесь. Начинки, конечно же, можно менять по своему вкусу. Сегодня готовим очень вкусные хрустящие пирожки. Рецепт я увидела на страничке турецкого автора и не смогла пройти мимо. Ссылку на оригинал обязательно оставлю в описании под видео. Основным ингредиентом в этом рецепте является тесто фило. Оно довольно бюджетное, и найти его можно в любом супермаркете. Рецепт настолько прост, что с ним справится даже ребенок. Для приготовления нам понадобится тесто фило, сливочное масло, теплая вода, для начинки картофель, растительное масло, лук, соль, перец. Первым делом приготовим начинку. Нам понадобится 4 средних клубня картофеля. Отправляем их в кастрюлю, заливаем холодной водой и варим на среднем огне до готовности. На это уйдет минут 30-40. По истечении времени сливаем кипяток и заливаем картофель холодной водой. Даем остыть 10 минут. Воду не сливаем. Так картофель будет чиститься намного проще. Чистим картофель от кожуры и, если надо, обрезаем черные точки. Начинку для таких пирожков можно использовать любую. Это может быть мясо, творог, капуста или грибы.
Очищенный картофель нарезаем небольшим кубиком. Лук чистим, моем и нарезаем небольшим кубиком. Обжариваем на среднем огне в небольшом количестве растительного масла. Добавляем нарезанный картофель и тщательно перемешиваем. Если большие кусочки, разделите их с помощью лопатки. Рассоедините где надо и можете приплюснуть. Солим, перчим начинку. Тушим пару минут и выключаем. Перекладываем в отдельную посуду и даем полностью остыть. Теперь займемся тестом. Его следует достать из морозильной камеры заранее, чтобы оно разморозилось. Размораживаем в пачке, чтобы тесто не стало слишком сухим. Делим пополам. У меня кусочки получились размером 22 на 14 сантиметров. Если у вас тесто в форме круга, разрежьте его как пиццу. Размеры регулируйте сами. Теперь приготовим соус, чтобы скрепить листы теста между собой и чтобы пирожки не были слишком сухими. Для этого смешиваем растопленное сливочное масло и теплую воду. Кладем один лист теста и кисточкой смачиваем его. Сверху кладем еще один лист. На край выкладываем начинку. Закрываем ее. Поправляем края и дальше заворачиваем весь пирожок. Таким же образом формируем остальные пирожки. Отправляем на противень, засланный пергаментной бумагой. Смазываем яичным желтком и посыпаем кунжутом. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов, пока пирожки подрумянятся. У меня на это ушло 30 минут. Готовые пирожки достаем из духовки, даем чуть остыть и подаем к столу. Вам точно понравятся такие хрустящие и вкусные пирожки, которые можно приготовить, например, на завтрак, к чаю или к приходу гостей. Начинки можно менять по своему вкусу, а сами пирожки заморозить и выпекать в удобное вам время. Из данного количества продуктов у меня получился 21 пирожок. Важный момент. Пирожки хрустящие и рассыпчатые только 1 час после выпечки. Затем они становятся более мягкими. Пирожки с баклажанами, их еще называют бурекосы, относятся к израильской кухне. Кстати, начинку по этому рецепту можно подбирать самую разнообразную. В сезон овощей не смогла пройти мимо баклажан и делюсь с вами рецептом очень вкусных ароматных пирожков. В баклажане делаем отверстие с помощью зубочистки 8-10 раз. И отправляем запекаться в духовку при температуре 200 градусов на 20-25 минут. Приготовим тесто.
Масло следует заранее достать из холодильника, чтобы оно было мягким, или нагреть с помощью микроволновой печи. Добавляем кефир или натуральный йогурт без добавок. Тщательно перемешиваем. Добавляем 2 стакана муки и замешиваем тесто. Накрываем полотенцем и оставляем на 10 минут. Добавляем 1 столовую ложку растительного масла и 1 столовую ложку уксуса. Хорошо вымешиваем тесто руками, пока оно не сформируется в шар. Отправляем в холодильник на 10 минут. Займемся начинкой. Баклажан очищаем от кожуры и нарезаем мелким кубиком. Сыр также нарезаем. Рецептом не предусмотрено, но я все же добавляю чеснок по вкусу. Соединяем сыр и баклажаны. Добавляем зелень. Солим, перчим. Перемешиваем. Достаем тесто из холодильника и раскатываем в пласт толщиной 5 мм. Формировать пирожки по этому рецепту можно по-разному. Конвертиками или полукругом. Готовые пирожки смазываем яичным желтком и посыпаем кунжутом. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 30 минут. Очень простой и доступный рецепт. Приготовьте, вам обязательно понравится. Это очень и очень вкусно. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень простых пирожков с капустой. Верзере. Это национальное блюдо молдавской кухни. Своего рода пироги с квашеной или свежей капустой. И заворачивают их в виде небольших конвертиков. По вкусу пирожки напоминают слоеные, но более нежные. Первым делом приготовим тесто. Полстакана растительного масла, полстакана воды, 2 стакана муки. Сразу отвечу на вопрос, сколько грамм в стакане. У меня 250, но количество ингредиентов можно менять в зависимости от количества начинки для пирожков. Воду смешиваем с маслом. Постепенно добавляем муку. Вымешиваем тесто тщательно, чтобы оно было однородным и не было комочков. В процессе вымешивания тесто нужно слегка посолить. Затем накрываем тесто полотенцем или пищевой пленкой и даем отдохнуть 20-25 минут. Пока тесто отдыхает, займемся начинкой. Квашеную капусту и свежую я беру в пропорциях 1 к 1. То есть, если вы взяли 200 грамм квашеной капусты, значит и свежей берем такое же количество. Свежую капусту мелко шинкуем. Я подсмотрела в интернете очень интересный способ. Для этого нужен универсальный нож для чистки овощей. Поначалу непривычно шинковать капусту, но потом быстро привыкаешь, и капуста получается очень тонко нарезанной. Лук нарезаем кубиком. Пассируем в небольшом количестве растительного масла.
Добавляем свежую капусту. Тщательно перемешиваем и тушим до полуготовности сырой капусты. Добавляем квашеную капусту. Напоминаю, что соотношение квашеной и сырой капусты должно быть 1 к 1. При желании можно добавить 1 столовую ложку сахара. Все тщательно перемешиваем и тушим до готовности. В конце приготовления добавьте свои любимые приправы. Я в обязательном порядке добавляю куркуму. Она придает красивый и аппетитный цвет капусте. Такой капустой можно начинять пирожки, вареники, зразы, а также можно подавать как самостоятельное блюдо. Когда тесто хорошо выстоялось, разрезаем его на небольшие кусочки. Чтобы пирожки получились одинакового размера, я делю тесто пополам, потом еще пополам. И так до тех пор, пока кусочки теста не станут размером чуть меньше, чем куриное яйцо. Получается примерно 12-14 частей. Каждый кусочек теста нужно подкатать в шар. Накрываем пищевой пленкой или полотенцем. Раскатываем шарики по одному в тоненький пласт. Чем тоньше, тем больше слоев получится у пирожка. Тесто очень мягкое и легко раскатывается. На край теста выкладываем начинку. Подворачиваем пирожок сначала сверху, потом закрываем один край и другой. Сворачиваем пирожок рулетиком. Выкладываем на противень, засланный пергаментной бумагой. Смазываем взбитым яйцом. Если вы поститесь, тогда яйцо нужно заменить на растительное масло. Посыпаем кунжутом или семенами льна. Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов 20 минут. Очень важно не передержать духовки, иначе пирожки получаются очень сухими. Это удивительно простые в приготовлении, но очень вкусные пирожки. По вкусу верзере напоминают слоеные пирожки, но они более нежные. Обязательно попробуйте, вам понравится. Не забудьте также подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем приятного аппетита!